Здорово, танкисты! Всем привет! С вами Серега, с вами Индомит. Сегодня у нас очередной смотр танков нашей любимой игры Мир танков от Last Games. Сегодня у нас на обзоре советский тяжелый танк 7-го левела, акционная, ну, можно сказать, прем-машина, да, который сейчас, кстати, Мир танков раздает на 9 дней в аренду. Там промокод используйте, всяких плюшек вам насыпет и, соответственно, дадут такой танк на 9 дней аренды. И у нас сегодня как раз гайд по этой тачке, насколько она хороша, можно ли на ней катать вообще в рендере. И прежде чем продолжим обзор, конечно же, прожми лайк под видео и подпишись на канал, если ты до сих пор это не сделал. А ну мы с вами начинаем. Ну и тяжелый танк, с чего же начнем? Конечно же, с бронирования. Погнали. Итак, господа, коллижн модель нашего КВ-122. Ну и давайте начнем с корпуса. НЛД 63, снизу чуть-чуть еще залом есть, там 77. И это, конечно, как опять же для этого уровня, это мало. Центральная часть 85-84. Есть вот такая полоска у нас 115. Вот была бы такое НЛД, было круто. ВЛД 70. В целом корпус, конечно, этого танка очень слабый. Прям невероятно слабый. Ну и для тяжелого танка НЛД, ВЛД вообще ни о чем. Подбашенная рубка такое же 82. Маска орудия зато вот по краям тут вот соточка, внизу 262. Почему? Потому что она вот закругленная, правильно? И вверху также будет больше. 254. Башня. Ну, башня такая ситуационная. 111, 144. Здесь уже хорошо. То есть ближе к маске вас еще смогут пробивать. Здесь уже вот эти все щеки, конечно, тут закругление, советская технология. Вот. А цилиндр подбашенный 90, 117, расходится до 220. Есть замечательный огромный люк у 92 мм брони. Что мы можем сказать вот в таком профиле? Это маска у нас крепкая, вот эти щеки крепкие, и все, подбашенная рубка картон, корпус картон, люк картон. Борт у нас вот здесь вот прямой, но торчит подбашенный цилиндр. Давайте смотреть, что по броне. 60, как для этого левела, это круто, будете танковать прямо от бога. Но будете подставлять подбашенный цилиндр. И, увы, здесь у нас всего лишь 74. Вот такое бронирование. Приобрести, кстати, если танк вам понравится, вы сможете за 5600 голды. Это круто. Вот, соответственно, нас интересует пушка. Пушка у нас 122 миллиметровка, собственно, почему танк это называется. Вот, 390 альфа. Альфа прям, ну, ребят, приятная, согласитесь. 175 пробития на основном, 217 на голде, 61 на фугасе. Пушка заряжается 13,3 секунды, честно говоря, долговато. ДПМ почти 1800, точность советская, 0,46. Танк ближнего боя. Время сведения гипернекомфортное, 3,2 секунды. Касаемо полевой модернизации. Во втором блоке качаем вездеходную ходовую. В четвертом блоке притирку 6 наведения. Улучшаем сведение нашего орудия. В пятом блоке звукоизоляция. Касаемо оборудования. Я бы сюда хотел поставить стаб. Этой пушке он очень нужен. Но, увы, на этот уровень, на 7-й, мы его поставить просто банально не можем. У нас нормальная сборка получается на закалке, на турбине и на доселе. По снарядам основной бронебойный летит медленно, 780 метров в секунду. Голда подкалиберная, здесь уже нормально, 975 метров в секунду. Осколочно-фугасная, такая же скорость полета, как и бронебойного. По снаряжению: ремка, аптечка, автоматический огнетушитель. Вот, у нас 4 члена экипажа. Перки наблюдаете перед собой в таблице. Теперь по плюсам-минусам данного танка. Вот, в цифрах, да, то, что мы видим. У нас приятная альфа, у нас быстрый только голдовый снаряд. К сожалению, основной не самый быстрый. А многие на этом танке, наверное, захотят пофармить. То есть скорость полета такая унылая. Но приятная альфа.
в сочетании с отсутствием УВН -6 минимально, а их даже не назвать минимально, ну это советские технологии, какие вам углы вертикальной наводки, да, но самое неприятное по этой пушке: у нас отвратительная стабилизация, у нас отвратительная точность, разброс, он же, да, хотя и ДПМ, в принципе, что-то там 2200, и для 7-го левела это уже что-то, да, советские технологии. То есть пушка где-то и плюсы, где-то и минусы, но больше минусов. По ХП все ровно, 1320, это среднее значение, так сказать, по палате нашей игры. А вот по подвижности цифры интересные. Вот на турбине мы ставим 46 вперед, 16 назад, и у нас самое главное, и это намекает на то, что этот танк будет хорошо набирать свою максималку и вообще в целом ехать. У нас 16 с лишним лошадей на тонну. То есть, если больше 15, соответственно, танк свою максималку достаточно бодро набирает. Проверим сейчас в бою. Вот. И обзор у нас 387 метров, кстати, неплохой. На самом деле, опять же, как для 7-го левела. Вот. В целом, ничего особо про него пока сказать не могу. Только посмотрели цифры. Давайте отправиться в бой. Посмотрим, собственно, на что он способен. Погнали. Так, господа, обзор боем у нас КВ-122, советский. Тяжелый танк 7-го левела. 7-го, да. Так, и куда мы поедем? Бой у нас против шестерок. 2 ЛТшки. Я бы, конечно, поехал бы направо, но я не поеду. Ну все, заблудились все. Так, надо аккуратненько отыграть, побольше настрелять. Ух ты. Кто это нас засветякал? А у них ЛТшечка туда. Ух ты, попали, получается. Подбили БЗ-точку. Ребята, есть. Альфа приятная, 3,63. Вот так. Прям приятная. Так. Так, тут нам скала, да, мешает стрелять. Получается так. А мы не попали. Вот, видите? Не попали. Попали. Слушайте, на месте он крутится прям бодро, хочу сказать. Подвижность у него прям норм. Но вот жалко, в КВ-2 не попали. Вот это не норм. А так танчик движется прям как СТшка на месте крутится, кстати. Интересно. Первый раз такой советский танк вижу. Или там еще один уедет. Не попал. Просто не попал. О, мы ЛТшку засветили, ребят. Делаем вид, что с той стороны хотим выехать. На самом деле нет.
На самом деле нет. Нет, ты гля. Ису не стоит там. Я всю Исуху ищу. В дом, по-моему, попал. Так, дайте к ББшкам стрелять. А то скоро голда закончится. Там нашего КВ-2 сейчас запушат. И начнется диш. У нас там эксклибур еще стоит, конечно. На балкончике. Нет, разрыв. Разрыв, ребят. Сушечки там и нету. А вот сейчас, может, и попали, кстати. Ну, еще не на 100%. И может сейчас попали, фигу, значит, разрыва не было видно. Ты, Т-34 что-то долго живет. Экскалибур, ты что там делаешь? Луча разрыв. Возможно, попадали, кстати. Экскалибур, добей Т-34. Вот, молодец, умница. Все, хорошо. Вот теперь хорошо. Вот видите, не бронебойный снаряд заряжен. Вот так вот. Нет разрыва. Вернее, есть разрыв. За домиксом там сидит, да? Опа, хорошо. Ой, хорошо. Мы его подбрили. Все, готов. Готов. Игли тут. Я под арту, правда, представляюсь. Арта вот на свет. Мы арту нашли, ребят. Хорошо, ассист пошел. Это добрый знак.
Светим пока. Светим. Все отлично. Косарь на свет. Ребят, мы светляк. Все, всех победили. Итого, 200 суммы у нас. 200 суммы. А это, ребят, 7-й левел. Да, чуть-чуть не добрали. Может быть, блайнды зашли. Сейчас посмотрим по блайндам. Ну, вряд ли, наверное. 2200 суммы. Надо 2500 на семерках минимум делать настрел. Но я очень аккуратно играл. Хотел выиграть. Хороший ли танк? Мне очень понравился. Понравился по подвижности, как тяжелый танк. Вот. Не понравился по пушке. Пушка косоватая. Нет. План сделали, ребята. 1500 у нас настрел. У нас блайнд один зашел. 1500 и 1100. Итого 2600 суммы. Хорошая ли эта машина? Ребят, на удивление хорошая. Вот эти цифры, они подтверждаются. Вот мы смотрим мобильность, да. 16 назад, 46 вперед. У нас больше 16 лошадей на тонну. Он очень бодро ездит на месте, крутится. Прям такая СТ подвижность. То есть, в принципе, 9 дней аренды. Можете покайфовать, поездить. Тачка неплохая. На удивление неплохая. На самом деле. Я ожидал хуже, но... Ребят, это вот первый бой у меня на ней. К статистике идем. Да. Первый бой. И нормальный сразу результат. 2600 суммы. Огонь. Хорошая машина. Рекомендую. Раздали в аренду. Поездите, покайфуйте. Особенно у кого. Можно пофармить на нем. Почему нет? Пушка, конечно, косоватая. Долго сводится. Ну, что же сделаешь? Ничего не сделаешь, да, вот, к сожалению. Ну, долго все равно сводит. Ну, 3 секунды. Ну, советская точность 0.43. Все равно по пятибалльной системе 4 с минусом с небольшим. Это совок, его надо верно оценивать. Не просто со всеми танками, наверное, все-таки правильно среди тяжей советского плана, да. И, честно говоря, он на их фоне смотрится очень бодро. Из-за подвижности. Прям вот такой юркий ездит, все огонь. Кайф, кайф, кайф. Ребят, прожимайте лайки, выкатывайте из ангара, отправляйтесь в бои. Подарок в аренду на 9 дней в честь 9 мая. Это хорошая машина, прикольная. Появится возможность ее купить. Я не знаю, есть еще возможность ее купить, может даже посмотреть. Я бы ее, наверное, даже взял в ангар. И так вот чисто на ней ездить иногда можно. Ну-ка, есть такая в продаже? Ну-ка, смотрим. Где? Это 6-й левел, да? Т-34 85М. Па-па-па-па. Че я смотрю? 7-й левел. Я 6-й смотрю. Ой, ты тоже. Танкист Серега. Не, в продаже нету. В аренду дали. А вот в продаже вроде нету. Не знаю, еще надо на сайте посмотреть, но это потом. Все, ребят, прожимайте лайки, подписывайтесь на канал. А я вам говорю, до скорых встреч. Пока. Поддержи брата-танкиста лайком под этим видео, подпиской на канал, ну и, конечно, прожми колокольчик, чтобы быть в курсе всех новых стримов и самых последних обзоров по нашей любимой игре.